Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом идеального теста для пиццы. Получается оно тонкое, хрустящее, как в пиццерии. Тесто готовится довольно просто, и очень важный нюанс – его можно приготовить накануне вечером и убрать в холодильник. Дрожжи в холодильнике тоже работают, только медленнее. А можно, замесив его, дать ему подойти минут 30-40 в теплом месте и затем готовить пиццу. Список ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. В просеянную муку добавляю сахар и сухие дрожжи. Перемешиваю. Затем вливаю холодную воду, всыпаю соль и добавляю оливковое масло. Замешиваю тесто. Замешивать тесто можно при помощи комбайна, но и вручную это сделать совсем несложно. После того, как тесто собралось в комок, я перекладываю его на стол и далее замешивать уже продолжу на столе. Хочу немного остановиться на муке. Я готовила тесто из обычной пшеничной муки высшего сорта и из специальной муки для пиццы. В обоих случаях тесто получается очень вкусным, но при использовании специальной муки для пиццы оно получается более хрустящим. Мука для пиццы стоит дороже, поэтому можно замесить тесто на обычной муке, а при вымешивании и при формовке пиццы припылять стол мукой для пиццы. Я последнее время пользуюсь вот такой мукой от Метро Шеф. Она идет в расфасовке 5 килограммов. Это не реклама, просто у меня часто спрашивают о том, какие ингредиенты я использую в своих рецептах. Тесто нужно вымешивать минут 10. Оно становится эластичным. Вообще с этим тестом очень комфортно работать. Оно не липнет к рукам, отлично вымешивается. Готово. Делю тесто на 2 части, так как эта норма рассчитана на 2 пиццы. Округляю заготовки. И, как я уже сказала, их можно положить в контейнер и поставить в холодильник. Можно оставить на столе, накрыв миской, а можно положить в миску, накрыть пленкой и убрать в духовку, в которой включить лампочку. При этом варианте тесто подойдет быстрее. У меня на канале есть рецепт турецкой лепешки пиде. Ее еще называют турецкой пиццей. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Начинку для пиццы вы можете использовать любую, которая вам нравится. Я сегодня одну пиццу сделаю с моцареллой и чоризо, а вторую с ветчиной, грибами и овощами. Колбаса и ветчина у меня уже нарезаны. Шампиньоны я также нарезала пластинками толщиной 2 мм. Сладкий перец нарезала соломкой, а черри кружочками. Для начинки я использую 2 вида моцареллы. Один – это твердая моцарелла, которую мы натираем на терке, она отлично плавится. И еще рассольную моцареллу, которую добавляю в конце выпечки. И теперь хочу остановиться на соусе. Обычно я всегда заготавливаю такой соус на зиму в больших количествах и просто открываю баночку, когда готовлю пиццу. Рецепт этого соуса вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Но я могу вам предложить и более простой вариант приготовления. Я возьму томаты в собственном соку и сушеные травы. У меня это орегано и фиолетовый базилик, а также соль и перец. Блендером измельчу помидоры, добавлю специи и все перемешаю. Если томаты кисловаты, то обязательно добавьте сахар. Ну и, конечно же, немного оливкового масла. Вот такой консистенции должен быть соус. Если у вас получился жидкий, то можете его немного уварить. Не поленитесь и приготовьте соус для пиццы. Не используйте никакие кетчупы. Тесто подошло, начинка готова. Включаю духовку разогреваться на 250-260 градусов, тот максимум, который есть у вас в духовке. Противень также ставлю разогреваться в духовку. Раскатывать корж я буду на листе пергамента. Дальше поймете почему.
Присыпаю его мукой. У меня мука для пиццы, но, как я уже говорила, можно использовать и обычную. Выкладываю шарик теста и руками начинаю его растягивать от середины к краям, чтобы его толщина была равномерной. Тесто хорошо подошло, оно эластичное, поэтому хорошо растягивается. Если не получается поворачивать саму заготовку на пергаменте, то вы можете поворачивать сам пергамент, и тесто будет равномерно растягиваться. Растягиваю его таким образом, чтобы получился маленький бортик. Если вы не любите бортики в пицце или не хотите растягивать ее руками, то просто раскатайте скалкой. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Вот такая заготовка для пиццы у меня получилась. Ее диаметр 30 сантиметров. Тесто раскатано довольно тонко. Смазываю ее соусом для пиццы. Посыпаю небольшим количеством моцареллы. И выкладываю колечки чоризо. Сверху добавляю еще немного сыра. Пока духовка разогревается, приготовлю сразу и вторую пиццу. Смазываю соусом, посыпаю сыром и выкладываю ветчину, грибы, помидоры и перец. Посыпаю еще сыром. В этой пицце начинки получилось много. Духовка разогрелась. Достаю из духовки разогретый противень, переворачиваю его и при помощи пергамента переношу на него пиццу без проблем. Также без всяких усилий ее можно будет и снять с противня. Ставлю в духовку на первый уровень при максимальной температуре. У меня это 250 градусов. И выставляю режим нижний нагрев плюс конвекция. В некоторых духовках есть режим пицца. Время выпечки в разных духовках может отличаться. Я выставляю 6 минут. И пока пицца печется, я подготовлю рассольную моцареллу. Я этот мягкий шарик просто разламываю на небольшие произвольные кусочки. Если у вас маленькие шарики моцареллы, то вы можете использовать их целиком. Через 6 минут я произвольно раскладываю на пиццу кусочки моцареллы и отправляю ее еще на 2 минуты в духовку. Конечно, время выпечки может отличаться. Это зависит и от самой духовки, и от режимов, которые в ней есть. Моя пицца готова. Переношу ее на доску. Она отлично съезжает, вот почему я всегда переворачиваю противень. Посыпаю ее рукколой. Вот что у меня получилось. Нарезаю и можно пробовать. Посмотрите, она отлично пропеклась. Тонкое хрустящее тесто. Ставлю выпекаться вторую пиццу. Через 6 минут также добавляю кусочки моцареллы и пеку еще 2 минуты. Готово. Разрезаю. И пока она горячая, покажу вам, как хорошо расплавился сыр, как он тянется. Это так вкусно. Можно тоже посыпать рукколой и готово. Вот такие 2 пиццы у меня сегодня получились. Для их приготовления мне понадобилось для теста 280 граммов муки, 6 граммов дрожжей, 6 граммов сахара, 8 граммов соли, 160 миллилитров холодной воды, 20 граммов оливкового масла. Для начинки 300 граммов твердой моцареллы, 120 граммов рассольной моцареллы, 70 граммов чоризо, 80 граммов ветчины, 50 граммов шампиньонов, 30 граммов черри, 30 граммов сладкого перца. И для быстрого соуса я использовала томаты в собственном соку, соль, перец, орегано, базилик, сахар и оливковое масло.
И вот такая вкуснейшая пицца на тонком хрустящем тесте у меня получилась. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты несладкой выпечки смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!